Слушайте внимательно, потому что в ближайшие 24 часа небо само примет божественное решение относительно вашей жизни. Это не просто надежда и не пустое обещание. Это священное заявление, божественное откровение, предназначенное для вас, избранника Божьего. Не имеет значения, где вы находитесь сейчас, стоите ли вы в тени отчаяния, боретесь под бременем долгов или идете в неопределенности завтрашнего дня, потому что это послание – ваш спасательный круг. Это ваш момент божественной трансформации, ваши ворота в жизнь, полную богатства, изобилия и целей, превосходящих ваше понимание. Я говорю с вами не случайно. Бог устроил этот момент, это послание, эту божественную встречу, потому что вы собираетесь стать свидетелем сверхъестественной силы Его обещания. В вашей жизни вот-вот произойдет священный сдвиг, изменение настолько глубокое, что вы оглянетесь назад и удивитесь тому, как далеко вы продвинулись. Но дело не только в деньгах, хотя божественные финансовые благословения обязательно прольются на вас. Нет, речь идет о полноте изобилия, богатстве вашего духа, силе вашего тела, исцелении вашей души и ясности божественной цели. Следующие 24 часа священны, они представляют собой божественную установку. Бог выравнивает небеса в вашу пользу. Ангелы отправляются. Двери, которые когда-то были закрыты, теперь распахиваются. Тьма, которая казалась бесконечной, теперь уступит место свету Его славы. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Вспомните Авраама, человека, которого однажды собственные братья бросили в яму, продали в рабство, ложно обвинили и забыли в тюрьме. Но в один единственный день было принято божественное решение, и Бог небес возвысил его до власти, богатства и влияния в Египте. Его боль превратилась в цель, его неприятие в признание, его страдания в успех. И это Бог, которому вы служите, Бог, который не забывает, Бог, который не оставляет своих избранных. Бог, который в следующие 24 часа примет решение, которое вытащит вас из ямы, поднимет вас над болью и поставит на место чести и изобилия. Но эта трансформация касается не только того, что Бог даст вам, речь также идет о том, что Он сделает из вас. Подобно Соломону, который был забытым мальчиком-пастушком, на которого не обращал внимания даже его собственный отец до того дня, пока Бог не принял божественное решение помазать его царем. Соломон не боролся за корону, корона досталась ему, потому что он был избран. И сегодня я заявляю вам, что вы избраны. Возможно, вас не замечали, недооценивали и отвергали, но Бог не забывает вас. Он видел твою верность в тайне. Он услышал ваши молитвы, произнесенные шепотом в темноте. Он был свидетелем твоих тихих слез. И теперь его божественное решение вот-вот изменит все. Но я должен вас предупредить, это момент, который требует вашей веры. Недостаточно просто услышать эти слова. Вы должны верить им, принимать их и действовать в соответствии с ними. Потому что вера без действий мертва. Вы должны открыть свое сердце и свой разум для возможности Божьего благоволения. Вы должны заявить даже в тишине своей комнаты, что вы являетесь получателем божественной благодати. Скажите это сейчас: «Я избран». «Я благословлен». «Я дитя Божьего благоволения». Ибо слова, которые вы говорите с верой, становятся ключами, отпирающими двери вашей судьбы. Посмотрите на Марию Магдалину, молодую женщину, у которой были все основания чувствовать себя незначительной сиротой в чужой стране. Но божественное решение Бога возвело ее во дворец. Она стала королевой не только ради себя, но и ради спасения целой нации. И это измерение благословения, которое приходит на вас, не только богатство для вас самих, но и богатство, которое изливается на других, влияние, которое преобразует жизни, возможности, которые создают наследие. Потому что когда Бог благословляет вас,
это никогда не касается только вас. Это для того, чтобы вы могли быть сосудом, каналом, светом, сияющим во тьме. Но вы должны понять следующее: ваше прошлое бессильно перед божественным решением Бога. Какие бы неудачи вы ни пережили, какие бы ошибки вы ни совершили, какие бы потери вы ни понесли, они не больше, чем благословение, которое Бог собирается высвободить. Не позволяйте врагу пленить ваш разум стыдом или сожалением. Отпустите вину, потому что Бог уже подготовил ваш божественный поворот. Он не консультируется с вашим прошлым, чтобы определить ваше будущее. Он не спрашивает мнения тех, кто в вас сомневался. Он не ждет одобрения тех, кто тебя бросил. Его решение божественно и окончательно. Итак, я призываю вас подготовиться. Подготовьте свое сердце верой. Подготовьте свой разум к ожиданиям. Подготовьте свой дух благодарением. Начните представлять себе открывающиеся двери, подписываемые контракты, списанные долги, открывающиеся возможности. Представьте себя здоровым, стоящим в силе, окруженным людьми, которые прославляют вас и пользуются благосклонностью в каждом месте, куда вы выйдете. Говорите о жизни, говорите об изобилии, говорите о власти над собой. Потому что ваши слова – это не просто звуки в воздухе, это семена в духовной сфере, семена, которые Бог готов полить своей божественной милостью. Сейчас не время для сомнений и страха. Это момент смелой веры. Настал момент для уверенных заявлений. Настал момент стоять в обетовании слова Божьего. Я хочу, чтобы следующие 24 часа вы жили с ожиданием чуда. Я хочу, чтобы вы каждое утро просыпались со словами: «Это день, сотворенный Господом. Мое чудо уже в движении. Мое благословение уже в пути». Потому что, когда вы согласуете свои слова с Божьим обещанием, небеса движутся, ангелы действуют, и невозможное становится возможным. В следующие 24 часа – священное окно. Не тратьте их на беспокойство. Не тратьте их на страх. Проведите их с верой, благодарностью и смелостью. Потому что Бог, который изменил судьбу Авраама, который поднял Соломона с полей, который возвел Марию Магдалину во дворец, тот же самый Бог прямо сейчас принимает божественное решение в вашей жизни. И когда небо решит, никакая сила на земле не сможет ему отказать. Подготовьтесь, ибо шлюзы божественной милости вот-вот откроются. Обилие небес вот-вот коснется вашей жизни. В следующие 24 часа ваша судьба изменится. Ваше имя помнят. Ваша вера вознаграждается. Ваша история переписывается рукой Бога. Получите это. Поверьте. Живите этим. Это ваш божественный поворотный момент. Возможно, вы еще не до конца это понимаете, но следующие 24 часа таят в себе потенциал переписать всю историю вашей жизни. Не смотрите на свои нынешние обстоятельства глазами отчаяния, ибо то, что вы видите сейчас, это всего лишь глава, а не заключение. Бог, сотворивший небо и землю, направивший звезды на их пути и шепотом повелевающий ветрам, Он обратил свои взоры на вас. Вы не потеряны, вы не забыты и уж точно не брошены. Фактически, вас выбрали. Избран божественным решением, которое разрушит цепи ограничений, заставит замолчать голоса сомнений и сделает вас живым свидетельством божественного благоволения. Но чтобы полностью осознать масштабы этого обещания, вы должны понять природу Бога, призывающего вас. Он не ограничен вашей ситуацией и не напуган вашей борьбой. Он Бог Авраама, который назвал бездетного человека отцом народов, когда он еще оставался без наследника. Он Бог Моисея, превративший заикающегося беглеца в лидера, противостоящего империям. Он Бог Руфи, чужеземца и вдовы,
который ходил в печали, но был выбран на почетную судьбу, став предком царей. Вы видите это сейчас? Вы это чувствуете? Ваши ограничения не являются препятствием для Бога, который избрал вас. Ваше прошлое не является препятствием для благословений, которые вот-вот постигнут вас. В следующие 24 часа небеса отдадут приказ относительно вашей жизни. Команда изобилия, команда исцеления, команда восстановления. Там, где вас не заметили, теперь вас увидят. Там, где тебя забыли, тебя теперь будут помнить. Там, где вас недооценивали, теперь вас будут прославлять. Это не просто случайность, это божественное решение. Это небесный суд в вашу пользу, Божий указ о благословении, богатстве, здоровье и цели для вас. И нет силы ни на земле, ни на небесах, которая могла бы опрокинуть его слово. Но поймите следующее. Перед каждым великим прорывом часто наступает момент тишины, момент затишия. И в этой тишине голос сомнения может стать громким. Враг попытается нашептать, что ничего не меняется, что вы все еще в ловушке, все еще боретесь, все еще невидимы. Но я говорю вам сейчас, этот голос – ложь. Тишина – это не отсутствие Бога, это священная тишина перед потоком Его благосклонности. Это тихий момент, когда небеса готовятся к движению. Так что не бойтесь тишины. Примите это. Ибо в этой тишине Бог готовит почву для вашего чуда. Посмотрите историю Даниила. Человек, который, по общему мнению, должен был погибнуть в логове голодных львов. Но когда было принято божественное решение, пасть этих львов закрылась. Когда говорят небеса, мир природы должен подчиняться. Ваши враги могут окружать вас, ваши препятствия могут казаться непреодолимыми, но когда Бог принимает божественное решение в вашу пользу, каждая сила, противостоящая вам, должна склониться. Ловушки, расставленные против вас, потерпят неудачу. Штормы, призванные утопить тебя, разойдутся. Бремя, которое стремилось сокрушить вас, станет платформой для вашего свидетельства. Но знаете ли вы, что самое мощное в божественном решении? Дело в том, что его нельзя ни заработать человеческими усилиями, ни отменить из-за человеческой ошибки. Когда Бог решает благословить вас, это происходит не из-за вашего совершенства, а из-за Его благодати. Соломон был выбран, когда пас овец мальчик, которого игнорирует его собственная семья. Гедеон был призван, скрываясь в страхе, но стал могучим воином. Петр, трижды отрекшийся от Христа, все же был избран лидером. Вы видите закономерность. Решение небес основано на Божьей милости, а не на ваших заслугах. Это завет благодати, обещание, скрепленное Его собственной рукой. Но хотя это благословение и является даром, вы должны принять его с верой. Вера, которая не колеблется, вера, которая говорит, даже когда ваши глаза ничего не видят, вера, которая действует, даже когда путь не ясен. Женщина с кровотечением проталкивалась сквозь толпу, потому что верила, что одно прикосновение Иисуса исцелит ее. И в этот момент ее вера превратила молчаливую надежду в сверхъестественное исцеление. На что вы надеетесь в этот момент? Какого прорыва жаждет ваше сердце? Пусть ваша вера возрастет. Говори это. Заявите об этом. Действуйте так, как будто вы его уже получили. Ибо вера – это не принятие желаемого за действительное, это сила, которая сдвигает горы. В ближайшие 24 часа вы увидите сдвиг. Но вы должны позиционировать себя. Займите позицию благодарности, потому что благодарность – это язык веры. Начните благодарить Бога не только за то, что вы получили, но и за то, что собираетесь получить.
Благодарите Его за возможности, которые приходят. Благодарите Его за исцеление, которое проявляется. Благодарите Его за двери, которые открываются. Благодарите Его за мудрость, которая высвобождается. Ибо когда вы заранее благодарите Бога, вы активируете поток божественной милости. Найдутся те, кто усомнится в вашем внезапном взлете, кто задастся вопросом, как вы перешли от недостатка к изобилию, от борьбы к успеху. Но они не знают божественного решения, которое было принято в отношении вас. Они не понимают завета, который Бог заключил с вами. Они не видели ваших ночей молитвы, ваших слез покорности, ваших тихих дел веры. Они видят только результат, но не знают Бога, стоящего за ним. И вы не должны позволить их сомнениям затмить вашу веру. Ибо когда Бог избирает вас, когда Он решает благословить вас, даже ваши враги становятся свидетелями Его силы. Но помните, это благословение предназначено не только для вас. Подобно Аврааму, вы благословлены быть благословением. Подобно Аврааму, вы возвысились, чтобы стать освободителем. Как и Мария Магдалина, вам предоставлено преимущество, чтобы вы могли ходатайствовать. Это не просто богатство для вашего кармана, это богатство для вашей цели. Это не просто изобилие на вашем столе, это изобилие для вашего призвания. Поэтому, когда двери благосклонности откроются, пройдите через них со смирением. Когда богатство начинает течь, используйте его, чтобы воодушевить других. Когда ваше имя почитаемо, чтите Бога своей жизнью. Ибо величайшее благословение – это не то, что вы получаете, а то, кем вы становитесь. И теперь я говорю вам, готовьтесь. В следующие 24 часа живите ожиданием встречи с Богом. Молитесь так, как будто вы разговариваете непосредственно с Царем Царей, потому что так оно и есть. Ходите так, как будто вы королевский посол, потому что так оно и есть. Провозглашайте над собой обетование Божье. Взовите жизнь в свою ситуацию. Откажитесь от мыслей о сомнении или страхе. Ибо вы стоите на святой земле, на земле божественного благоволения. Вы были выбраны. Ваша судьба меняется. Ваше благословение приходит не случайно, оно приходит по божественному решению. И Бог, который не может лгать, говорил над тобой. В ближайшие 24 часа вы увидите доказательства. Вы станете свидетелем чуда. Вы будете ходить в обетование. Верьте этому, провозглашайте это, и пусть ваша вера сделает это так. Ибо небеса проговорили, и ваша жизнь никогда не будет прежней. В ночной тишине, когда мир кажется тихим, а ваши мысли кажутся громкими, есть Бог, который не дремлет и не спит. Даже сейчас, когда вы слушаете это послание, Его глаза обращены на вас. Его дух движется над вашей жизнью, и Его рука уже пишет для вас новую главу. Вам может казаться, что вы стоите во тьме неуверенности, борясь под тяжестью оставшихся без ответа молитв, но я здесь, чтобы сказать вам, что следующие 24 часа имеют божественное значение. Это не предсказание, это пророческое обещание. Небеса принимают божественное решение относительно вашей судьбы, и это решение является решением благословения, благосклонности, сверхъестественного преобразования. Но чтобы по-настоящему понять это обещание, вы должны понять природу божественных решений. Когда Бог решает вмешаться, само время подчиняется Его воле. Законы природы преклоняются перед Его властью. Обратитесь к древним историям, раскрывающим силу Божьего вмешательства. Рассмотрим историю Авраама, молодого человека, чья жизнь, казалось, была проклята предательством и отчаянием. Продан собственными братьями, ложно обвинен, заключен в тюрьму без причины, однако в один день божественное решение превратило его плен в венец.
В самой стране своих страданий он поднялся до места силы. То, что предназначалось для его уничтожения, стало ареной его судьбы. Ты слышишь, что я говорю? То, что вы считаете своей величайшей борьбой, может стать платформой для вашего величайшего свидетельства. А как насчет Моисея, который стоял перед морем, а за ним армия, а перед ним океан? На первый взгляд, это была сцена несомненного поражения. Но одним божественным решением Бог повелел водам расступиться. Моисею не пришлось бороться с волнами, ему не приходилось вести переговоры со своими врагами. Все, что ему было нужно, это повеление Бога, и невозможное стало возможным. В следующие 24 часа над вашей жизнью будет принято божественное решение, которое расставит перед вами воды невозможного. То, что вы не смогли сделать самостоятельно, Господь собирается сделать для вас. Но, возможно, вы посмотрите на свою жизнь и задаетесь вопросом: как такое может быть? Я слишком слаб, слишком сломлен, слишком испорчен. Затем я обращаю ваше внимание на Соломона, мальчика-пастушка, которого игнорирует его семья, слишком маленького, чтобы его можно было сосчитать, и слишком маленького, чтобы его можно было увидеть. Однако именно этот мальчик был избран Богом, чтобы противостоять гиганту, возглавить нацию и утвердить трон. Сила Соломона заключалась не в его собственной силе, а в божественном решении Бога. Вы тоже можете чувствовать себя забытым, пойманным в ловушку жизни, которая, кажется, не предлагает ничего, кроме выживания. Но небеса не слепы для вас. Бог, который считал звезды, сосчитал и вас. Бог, создавший горы, сформировал вашу судьбу. И в следующие 24 часа Он примет божественное решение, которое выведет вас из тени и поставит на почетное положение. Понимаете ли вы природу божественного благоволения? Это не то, что вы зарабатываете, это то, что вы получаете. Это необъяснимая благодать, которая превращает отвержение в продвижение по службе, слезы в свидетельство и борьбу в успех. Мария Магдалина, юная девушка-сирота, была приведена во дворец не из-за своего происхождения, не из-за своих связей, а по божественному решению. В один момент девочка, у которой не было семьи, стала королевой, спасшей целый народ. И в этом сила божественного благоволения. Богу не нужны ваши качества, Ему нужна ваша вера. Не ваше резюме привлекает Его благословение, это ваше сердце принимает это. Но поймите это, божественная благосклонность касается не только вас, но и того, что Бог хочет сделать через вас. Речь идет не только о грядущем богатстве, речь идет о наследии, которое вы создадите. Речь идет не только об исцелении, которое вы испытаете, речь идет об исцелении, которое вы принесете другим. Когда Бог благословляет вас, Он делает это не изолированно. Он благословляет вас, чтобы вы стали благословением, как Он сделал это с Авраамом, благословение которого стало основанием народов. Вы не просто получатель божественной милости, вы – сосуд божественной цели. Грядущее изобилие предназначено не только для вашего комфорта, это ваше призвание. Но я должен вам сказать по секрету, это божественное решение не является результатом случайности. Это проявление завета, обещания, скрепленного Богом небес. Еще до вашего рождения Бог знал ваше имя. Он видел ваши трудности еще до того, как они начались, Он слышал ваши тихие молитвы еще до того, как они были произнесены, и Он приготовил путь благословения еще до того, как возникли ваши испытания. Вы не просто случайность судьбы, ты – конструкция судьбы. И когда небеса решают благословить вас, никакая сила не сможет отменить это. Ни голоса критиков, ни мнения врагов, ни даже ошибки твоего прошлого. Его решение является окончательным, и это решение в пользу. Но я должен спросить тебя, ты готов?
Действительно ли вы готовы получить это благословение? Ибо божественная благосклонность – это не мгновенное чудо, это образ жизни изобилия. Это образ мышления, который отказывается ограничиваться обстоятельствами, вера, которая говорит даже в тишине, уверенность, которая выдерживает даже в бурю. Когда Соломон стоял перед Голиафом, он не видел гиганта, он видел возможность для Бога продемонстрировать свою силу. Когда Даниил был брошен в ров со львами, он не увидел смерти, он увидел верность Бога. Ваша точка зрения – это ворота к вашему благословению. Что вы видите в своей ситуации? Вы видите поражение или видите судьбу? Вы должны подготовить свое сердце и свой разум, потому что, когда откроется Божье и божественное решение, оно потребует ответа. Когда Авраам пришел к власти, он не использовал свое положение для мести, он использовал его, чтобы спасти свою семью. Когда Соломон был коронован, он не использовал свой трон из гордости, он стал пастырем своего народа. Когда Мария Магдалина получила свое положение, она не искала собственного комфорта, она рисковала всем, чтобы спасти свой народ. Вы должны понимать, что грядущее благословение – это еще и ответственность. Вы призваны быть светом во тьме, голосом надежды, сосудом благословения. Вы избраны, и с этим призванием приходит цель, более великая, чем вы сами. И поэтому я призываю вас, будьте готовы. Живите с ожиданием. Идите уверенно. Говорите слова веры. Откажитесь от страха, откажитесь зацикливаться на прошлых ошибках, откажитесь принимать что-либо меньшее, чем лучшее от Бога. Потому что, когда небеса решают благословить вас, весь ваш мир должен отреагировать. Возможности будут искать вас. Благосклонность найдет вас даже в потаенных местах. Двери, в которые вы не стучались, откроются. Люди, которых вы никогда не знали, станут вашими союзниками. Чудеса станут для вас нормой. Это ваш момент. Бог Авраама, Моисея и Иакова принимает решение относительно вашей жизни. Тот же самый Бог, который вызвал Вселенную к существованию, который словом заставил замолчать бури, который воскрешал мертвых повелением, что Бог обратил свой взор на вас. И в следующие 24 часа Он продемонстрирует свою силу, которую вы не сможете отрицать. Готовься, избранный. Небеса сказали свое слово, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Вы стоите на пороге божественного момента, священного поворотного момента, когда небо и земля сходятся в вашей жизни. Следующие 24 часа – это не просто еще один отрезок времени, это священное окно, божественная возможность, через которую сила Божия откроется в вашей жизни. К этому моменту нельзя относиться легкомысленно, потому что рука Божья простерта, и Его голос говорит над вами слово преобразования. Бог, который держит Вселенную в своих руках, который называет звезды по имени, который говорит «и горы дрожат», этот же самый Бог принимает божественное решение относительно вашей судьбы. И это решение – решение благословения, благосклонности, невообразимого изобилия. Но это благословение не ограничивается сферой финансов, хотя финансовое изобилие, безусловно, будет его частью. Нет, это переполнение, которое затрагивает все сферы вашего существования. Это благословение, которое исцеляет ваше тело, восстанавливает ваши отношения, пробуждает вашу цель и укрепляет ваш дух. Ибо благоволение Божие никогда не бывает частичным, оно полное. Это целостная благодать, которая преображает не только ваш банковский счет, но и вашу душу, ваш разум и ваше сердце. Вы собираетесь ощутить изобилие, которое невозможно измерить человеческими мерками, богатство, превосходящее серебро и золото, богатство мудрости, мира и божественного замысла. Вы должны понять, что это благословение не просто награда за ваши усилия, это излияние Божьей благодати.
Вас выбирают не потому, что вы идеальны, а потому, что вас любят. Вы благословлены не потому, что вы никогда не терпели неудач, а потому, что Бог верен. Даже в твоих ошибках Он был с тобой. Даже в вашей борьбе Он никогда не оставлял вас. Даже когда другие отвернулись, Его глаза всегда были на тебе. И теперь, в этот священный момент, Он решил увенчать вашу веру благосклонностью, превратить ваш траур в радость, превратить вашу тьму в свет. Посмотрите на Авраама, человека, которого предали, ложно обвинили и забыли в тюрьме. Но в один момент было принято божественное решение, и та самая тюрьма, в которой он находился, стала дверью в его судьбу. Он поднялся из тьмы темницы к свету дворца. Те самые, кто стремился к его уничтожению, стали свидетелями его возвышения. Такова природа божественного благоволения. Оно ведет вас от безвестности к известности, от неприятия к признанию. Вы можете чувствовать, что вас не заметили, бросили или бросили в сторону. Но я говорю вам сейчас, тот же Бог, который помнил Авраама, помнил и вас. Небеса не забыли тебя. Бог не оставил без внимания ваши молитвы. И в эти следующие 24 часа вы увидите доказательства Его верности. Но эта милость не просто разовое чудо, это божественный завет. Это исполнение обещания, которое Бог дал вашей жизни. Обещание процветать, защищать вас, обеспечивать вас. Обещание сделать вас светом во тьме, сосудом Его славы. И этот завет не может быть отменен вашими неудачами или умален вашими сомнениями. Обещавший Бог верен, и Его слово не может вернуться к Нему тщетным. Как и Соломон, который был помазан молодым пастырем, а затем коронован как царь, ваша судьба не определяется вашими обстоятельствами. Это определяется решением Бога. И Он решил благословить вас. Но это благословение предназначено не только для вашего утешения, оно предназначено для вашего призвания. Подобно Аврааму, вы благословлены быть благословением. Как и Аврааму, вы готовы спасать других. Как и Марии Магдалине, вам уготовано принести избавление. Приближающееся богатство предназначено не только для вашего банковского счета, это ради жизней, к которым вы прикоснетесь. Исцеление, которое высвобождается, предназначено не только для вашего тела, это сила, которую вы дадите другим. Открывающиеся возможности предназначены не только для вашего продвижения, они предназначены для того влияния, которое вы окажете. Вы должны понять, что вы не просто получатель этой услуги, вы сосуд. Сосуд, через который Божья благость будет течь к окружающим. Но это изобилие требует мышления веры. Вы должны начать видеть себя так, как видит вас Бог, и не как человека, который борется, а как человека, который добивается успеха. Не как тот, кому не хватает, а как тот, кто переполнен. Не как тот, кого оставили, а как тот, кому благоволят. Ибо каковы мысли в сердце человека, таков и он. Если вы продолжите считать себя жертвой, вы будете жить в поражении. Но если вы увидите себя избранным, благословенным, обреченным на величие, тогда ваша жизнь начнет отражать эту истину. Вера – это не просто чувство, это перспектива. Это способ увидеть себя и свои обстоятельства глазами Бога. И в следующие 24 часа вы должны подготовиться к этому. Говорите уверенно, потому что ваши слова – это семена вашего будущего. Действуйте смело, потому что ваша вера – сосуд вашего чуда. Дайте щедро, потому что ваше изобилие – это инструмент достижения вашей цели. Не позволяйте страху лишить вас этого момента. Не позволяйте сомнению украсть это благословение. Потому что Бог принял решение, и это решение в вашу пользу. Небеса провозгласили вас благословенными, и ничто не может этого изменить.
Но даже получив эту услугу, помните о силе. Смирение. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не хвались своей силой, но силой Бога, благословившего тебя. Не забывай, что эта услуга – подарок, а не плата. Это проявление Его благодати, а не мера вашего величия. Ходите со смирением, даже если вы идете в процветание. Пусть ваш успех будет свидетельством Божьей верности, а не памятником вашим собственным усилиям. Пусть ваша жизнь будет отражением Его благости, а не витриной ваших собственных достижений. И когда вы идете в этом изобилии, не держите его в себе. Используйте свое богатство, чтобы благословить бедных. Используйте свое влияние, чтобы поднять слабых. Используйте свою мудрость, чтобы направлять заблудших. Ибо истинная мера благословения не в том, что вы получаете, а в том, что вы даете. Река, копящая своей воды, застаивается, а текущая река становится источником жизни. Пусть ваша жизнь будет рекой благословения, источником благодати, освежающим всех, кто приближается. Потому что вы не просто благословлены, вы сами благословение. Я хочу, чтобы вы жили с этим осознанием в следующие 24 часа. Проснувшись утром, провозгласите: «Я избран». «Я благословлен». «Я сосуд божественного благоволения». Когда вы придете на свое рабочее место, имейте уверенность помазанного. Когда вы говорите, говорите о жизни. Когда вы молитесь, молитесь с дерзновением. И когда благословение начнет проявляться, когда двери начнут открываться, когда благосклонность начнет течь, не забывайте Бога, благословившего вас. Поклоняйтесь Ему всем своим сердцем. Служите Ему изо всех сил. Почитай Его всем своим богатством. Это ваш божественный поворотный момент. Небесный Бог принял решение, и это решение благословить вас, увеличить вас, утвердить вас. Вас выбирают не только из-за богатства, но и ради цели. Вы благословлены не только за утешение, но и за призвание. Вы помазаны не только для того, чтобы получать, но и для того, чтобы отпускать. И в следующие 24 часа вы увидите доказательства. Вы увидите чудо. Вы увидите благосклонность Божию, проявленную в вашей жизни. Это не просто момент процветания, это завет изобилия. Это целенаправленная судьба. Это наследие и благословение. Готовься, избранный. Небеса сказали свое слово, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Отец Небесный, я прихожу к Твоему святому присутствию сердцем, наполненным верой и ожиданием, ибо я знаю, что Ты Бог, который слышит, Бог, который видит, и Бог, который отвечает. Даже сейчас, когда произносится эта молитва, я знаю, что Твое божественное присутствие здесь парит над этим моментом и касается каждой жизни, которая слышит эти слова. Ты недалекий Бог, а скорый помощник в беде. Ты Бог Авраама, Моисея и Иакова, Бог, заключивший завет благословения, который невозможно нарушить. И сегодня я стою на этом завете, зная, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Что Ты обещал, Ты исполнишь. То, что Ты сказал, Ты осуществишь. Господь, я благодарю Тебя, потому что Ты Бог божественных решений. В ближайшие 24 часа небо принимает решение о жизни того, кто слушает эту молитву. Я благодарю Тебя, потому что это не решение суда, а решение в пользу. Это решение благословения, решение исцеления, решение прорыва. Это решение принесет свет во тьму, радость в печаль и изобилие вместо нехватки. Ты Бог, который поднял Авраама из темницы во дворец, который превратил Соломона из пастыря в царя, который воспитал Марию Магдалину из сироты в царицу. И я заявляю,
что та же самая божественная милость прямо сейчас высвобождается в этой жизни, в этом сердце, в этой душе, которая слушает с верой. Господь, Ты Бог, прокладывающий путь там, где, казалось бы, пути нет. Ты разделил Красное море для Моисея и детей Израиля, и я знаю, что Ты можешь разделить воды невозможности перед тем, кто слушает сейчас. Каждое препятствие, каждая гора, каждая закрытая дверь должны теперь склониться перед авторитетом Твоего божественного решения. Я обращаюсь к каждому барьеру, стоящему на пути их благословения. Будьте устранены во имя Иисуса. Я обращаюсь к каждому голосу сомнения, каждому шепоту страха, каждой лжи врага. Замолчите во имя Иисуса. Ибо где Твой Дух, там свобода. И я провозглашаю свободу над этой жизнью. Свобода от нужды, свобода от болезней, свобода от стыда, свобода от страха. Отец, я благодарю Тебя, потому что Твои благословения не ограничиваются финансами, хотя финансовая благосклонность, безусловно, высвобождается. Ваши благословения целостны. Я говорю о божественном здоровье в этой жизни, от макушки до подошв их ног. Каждая болезнь, каждая немощь, каждая боль должны подчиниться силе Твоего исцеляющего прикосновения. Ибо Ты Иегова Рафа, Господь исцеляющий. И даже сейчас я говорю об исцелении каждого органа, каждой клетки, каждой системы их тела. Я говорю о силе там, где была слабость, о жизненной силе там, где была усталость. Вы их восстанавливаете, обновляете, оживляете. Но, Господь, я также говорю мир, божественный мир, который превосходит всякое понимание. В каждом смятенном сердце пусть будет покой. В каждом беспокойном уме пусть будет покой. Я говорю мир каждой буре смятения, каждой волне беспокойства. Ты Иегова Шалом, Господь мир наш. И я заявляю, что этот мир наполняет их жизнь, их дом, их сердце. Они больше не будут жить в страхе. Их больше не будут терзать сомнения. Ибо Твой совершенный мир покрывает их, как щит. Отец, я также молюсь за их отношения, за связи, окружающие их жизнь. Там, где был конфликт, пусть теперь будет примирение. Там, где было предательство, пусть теперь будет исцеление. Там, где было одиночество, теперь будет божественное общение. Ты Бог, помещающий одиноких в семьи, Бог, восстанавливающий разрушенное. Я прошу, чтобы Ты принес с собой божественные связи, воодушевляющую дружбу, наставников, которые направляют, и партнеров, которые соответствуют их цели. Удалите все токсичные отношения, которые истощают их радость, и замените их теми, кто укрепит их веру. Господь, я говорю о благосклонности к их финансам. Я говорю увеличение. Я говорю о сверхъестественном обеспечении. Я заявляю, что долги аннулируются, возможности высвобождаются, двери изобилия открываются. Ибо Ты, Иегова Иры, Господь, наш промыслитель. Я молюсь о мудрости в их финансовых решениях, о божественных идеях, ведущих к процветанию, о стратегиях, которые умножат их ресурсы. Я заявляю, что они блаженны при выходе и пришествии, что они голова, а не хвост, вверху, а не внизу. Каждое семя, посеянное ими с верой, принесет обильный урожай. Но, Господь, я прошу не только внешних благ. Я молюсь о внутренней трансформации. Пусть вера восстанет в их сердце, как никогда раньше. Пусть они увидят себя такими, какими Ты видишь их не побежденными, а победителями. Не как брошенные, а как избранные. Не так ограничено, но как наделенные полномочиями. Я молюсь, чтобы каждая ложь врага, шепчущего, что он недостоин, нежелателен или не способен, была заглушена во имя Иисуса. И я заявляю,
что они увидят себя чадом царя, сосудом божественной милости, живым свидетельством твоей силы. Отец, я ясно говорю об их цели. Там, где было замешательство, пусть теперь будет откровение. Там, где было сомнение, пусть теперь будет уверенность. Открой им глаза, чтобы увидеть путь, который ты указал перед ними. Позволь им ходить в полноте своего призвания, используя свои дары, чтобы благословлять других, используя свой голос, чтобы приносить надежду, используя свое влияние, чтобы пролить свет во тьме. Они здесь не случайно, они здесь по божественному замыслу. И я заявляю, что в ближайшие 24 часа ты совместишь их с судьбой. Господи, я благодарю Тебя, потому что Слово Твое истина и не вернется к Тебе тщетным. Ты произнес благословение, и благословение должно проявиться. Ты выразил благосклонность, и благосклонность должна течь. Ты говорил об исцелении, и исцеление должно произойти. Я благодарю Тебя, потому что Ты не человек, которому следует лгать, и не сын человеческий, чтобы передумать. То, что Ты обещал, Ты верно исполнишь. И теперь верою я скрепляю эту молитву. Я заявляю, что следующие 24 часа отмечены божественным вмешательством. Чудеса проявятся. Двери откроются. Исцеление будет течь. Мир воцарится. Провизия переполнится. И, прежде всего, Твое присутствие будет чувствоваться. Я молюсь, чтобы тот, кто слышит эту молитву, наполнился святой смелостью, сверхъестественной уверенностью в том, что он избран, что он благословлен, что он ходит в Божьем благоволении. Пусть они увидят доказательства Твоей силы. Пусть они свидетельствуют о Твоей благости. Пусть они будут светом для окружающих. Я скрепляю эту молитву могущественным именем Иисуса Христа, именем, которое выше всякого имени. И я заявляю, что ничто не может остановить благословение, которое Ты высвободил. Ничто не может помешать текущей благосклонности. Ничто не может отменить решение, принятое небесами. Их выбирают. Они благословлены. Они победители. Они ходят в божественном изобилии. Аминь. Стоя по другую сторону этой священной встречи, вы должны понимать, что следующие 24 часа – это не просто обещание, это поворотный момент. Это божественный момент, ворота, через которые небесные благословения хлынут в вашу жизнь. Но когда вы сделаете шаг вперед, мне нужно, чтобы вы вспомнили эту истину. В вашей жизни было принято божественное решение, но ваша вера – это ключ, который открывает полноту этого благословения. То, что вы получили, это не просто обещание на один день, но откровение нового образа жизни. Вы больше не живете под тенью сомнений, страха или нужды. Вы ходите в свете божественного благоволения, изобилия и цели. Это ваша личность. Вы избраны, вы благословлены, и вам уготовано величие. Но что значит жить в божественном изобилии? Это значит жить с уверенностью, что благоволение Бога находится на вас во всех сферах вашей жизни. Это значит просыпаться каждое утро с уверенностью, что вы не просто существуете, вы процветаете. Это значит идти в любую ситуацию, каждую встречу, любую возможность с осознанием того, что небеса уже были перед вами. Вы необычный человек. Вы – сосуд божественного благословения. Когда другие видят препятствия, вы видите возможности. Когда другие видят поражение, вы видите судьбу. Когда другие видят недостаток, вы видите безграничное обеспечение вашего Бога. Ибо Он Иегова Иры, Господь обеспечивающий, и Он обещал восполнить все ваши нужды по своему богатству в славе. Вы должны ходить в этом изобилии не только своими словами, но и своим мышлением.
Откажитесь от мыслей о страхе или неудаче. Не позволяйте мнению других определять вас. Вы не тот, кем о вас говорят, вы тот, кем вас называет Бог. И Он называет вас благословенными, избранными и избранными. Когда вы посмотрите в зеркало, представьте себя ребенком короля. Когда вы говорите, говорите авторитетно, потому что ваши слова – это семена вашего будущего. Когда вы действуете, действуйте смело, ибо ваша вера – это сосуд, принимающий благословение. Сейчас не время отступать от страха. Пришло время подняться в вере, сделать смелые шаги, мечтать о большем, верить в большее. Ибо Бог, благословивший вас, не ограничен человеческими возможностями. Он Бог, делающий невозможное возможным. Но вы также должны понимать, что это благословение предназначено не только для вас. Божественное благоволение никогда не предназначено для накопления, оно предназначено для того, чтобы делиться им. Вам повезло быть благословением. Подобно Аврааму, вы призваны быть источником благословения для многих. Как и Аврааму, вы готовы не только продвигаться по службе, но и спасать других. Как и Марии Магдалине, вам благоприятствует не только ради вашего собственного комфорта, но и за то, что вы приносите избавление. Позвольте своей щедрости течь в избытке вашего изобилия. Используйте свое богатство, чтобы помочь бедным, поддержать нуждающихся и создать наследие, которое сохранится за всю вашу жизнь. Ибо истинное изобилие измеряется не тем, чем вы обладаете, а тем, что вы отпускаете. Река, копящая своей воды, застаивается, а текущая река становится источником жизни. Вы также должны со смирением хранить это благословение. Божественное благоволение – это дар благодати, а не награда за совершенство. Помните Бога, благословившего вас. Вспомните ночи, когда вы молились, слезы, которые вы плакали, битвы, в которых вы участвовали. Не позволяйте гордости украсть то, что получило смирение. Когда мир увидит ваш успех, пусть он также увидит вашу благодарность. Когда они спросят о вашем изобилии, пусть услышат о вашей вере. Когда они задаются вопросом «Как ты воскрес?», пусть они услышат о Боге, который поднял тебя. Потому что вы не просто история успеха, вы – свидетельство. Свидетельство Божьей верности, Его благости, Его непреодолимого благоволения. Но даже когда вы ходите в этом благословении, не удивляйтесь, если возникнут трудности. За каждым новым уровнем благосклонности будут новые сражения. Любой свет притягивает тьму. Каждый прорыв вызывает сопротивление. Но вы не должны бояться, потому что Бог, благословивший вас, является также Богом, который защитит вас. Когда Соломон пользовался благосклонностью в Вавилоне, его враги пытались уничтожить его, но Бог закрыл пасть львов. Когда Авраам пришел к власти, предавшие его братья трепетали перед его успехом. Когда Соломон был коронован царем, его враги стали подставкой для ног. Благословение Божие не освобождает тебя от сражений, но гарантирует твою победу в них. Ибо никакое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, состязающийся с тобой на суде, будет осужден. Итак, я призываю вас жить смело. Не просто желайте благословений, говорите о них, ищите их, ожидайте их. Провозглашайте каждый день: «Я благословлен». Мне благоволят. Я избран. Я хожу в божественном изобилии. Когда возникают трудности, стойте твердо, ведь вы не одиноки. Небесные армии окружают вас. Когда сомнения пытаются закрасться, проговаривайте над собой обетование Божье. Когда страх шепчет вам на ухо, напомните себе, что вы дитя короля. Ибо ваши слова – это не просто звуки, это духовные семена.
И то, что вы говорите с верой, вы увидите наяву. Я призываю вас мечтать без ограничений. Что бы вы ни считали слишком большим, слишком невозможным, слишком недосягаемым, поверьте еще раз. Ибо Бог, благословивший вас, не ограничен вашими обстоятельствами. Если Он смог вывести Авраама из темницы во дворец, Он сможет возвысить и вас. Если Он смог превратить Марию Магдалину из сироты в царицу, Он сможет поставить и вас. Если Он смог сделать Соломона царем на пастбищных полях, Он сможет воспитать и вас. Мечтайте о бизнесе, который благословит нации. Мечтайте о служении, которое изменит жизни. Мечтайте о наследии, которое будет вдохновлять поколения. И пока вы мечтаете, пусть ваша вера возрастает. Ибо вы служите Богу, который делает чрезвычайно, обильно больше всего, что вы когда-либо могли попросить или представить. А теперь я оставляю вам последнее поручение. Защитите это благословение молитвой. Пусть молитва будет вашей крепостью, вашим фундаментом, вашим постоянным источником силы. Молитесь с благодарностью, благодаря Бога за то, что Он сделал, и за то, что Он собирается сделать. Молитесь смело, прося еще большего, ибо Бог, благословивший вас, еще не закончил. Молитесь со смирением, помня, что всякий добрый дар исходит из Его руки. И молитесь с верой, полагая, что то, что вы сказали, вы увидите. Когда вы ходите в этом благословении, когда вы живете в этом избытке, пусть ваша жизнь будет светом. Пусть ваш успех будет свидетельством силы Божьей. Пусть ваша радость будет отражением Его мира. Пусть ваше изобилие станет рекой, благословляющей других. Ибо вы не просто получатель божественной милости, вы сосуд божественной цели. Вы избраны. Вы благословлены. Вас зовут. И ничто не может остановить то, что Бог уже решил в вашей жизни. Следующие 24 часа – священное окно. Ходите верой. Говорите смело. Действуйте уверенно. Любите с щедростью. И когда вы увидите доказательства этого благословения, вспомните Бога, который дал его. Поклоняйтесь Ему. Служите Ему. Почитай Его. Ибо Он избрал вас, Он благословил вас и выделил вас для величия. Вперед, избранный! Небеса сказали свое слово. Благословение ваше. Ваша жизнь никогда не будет прежней.